Самый громкий скандал в мире шоу-бизнеса произошел в США. Арест Шона P. Diddy Combs'а. Кто бы мог подумать, что человек, добившийся колоссального успеха в карьере и бизнесе, окажется замешан в таких тяжелых обвинениях. Эта новость потрясла всех. От его фанатов до коллег по индустрии. Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу, что произошло. За что его арестовали, какие преступления ему вменяются, и как это повлияет на его дальнейшую жизнь и карьеру. А в конце вы узнаете, почему этот случай перевернул всю музыкальную индустрию. Чтобы понять масштаб событий, начнем с того, кто такой P. Diddy. Это не просто известный артист. Это человек, чье имя стало синонимом успеха в мире хип-хопа и бизнеса. Шон Комбс – фигура, которая с конца 90-х определяла развитие музыкальной индустрии. Будучи продюсером, он помогал таким звездам, как The Notorious B.I.G., Mary J. Blige и многим другим стать международными суперзвездами. Его лейбл Bad Boy Records стал настоящей легендой, а альбомы, выпущенные на нем, разошлись многомиллионными тиражами. Однако P. Diddy не ограничивался только музыкой. Он успешно развивал бизнес в сфере моды, выпустив собственный бренд одежды Sean John, который принес ему не только огромную прибыль, но и признание в мире моды. В 2004 году Diddy получил награду от Council of Fashion Designers of America за вклад в развитие мужской моды. Более того, Комбс также оказался успешен в индустрии спиртных напитков. Его сотрудничество с Ciroc Vodka стало невероятно прибыльным, и этот бренд быстро стал одним из самых популярных в мире. И все же, за его успехом всегда скрывалось что-то мрачное. Многие годы ходили слухи о его причастности к насилию, коварной манипуляции и даже причастности к смерти его друга и коллеги The Notorious B.I.G. Эти слухи не находили официального подтверждения, но арест в 2024 году пролил свет на темную сторону жизни Комбса. Несмотря на влияние и статус, P. Diddy всегда был окружен скандалами. Один из первых громких эпизодов произошел в 1999 году в ночном клубе Нью-Йорка. В тот вечер завязалась перестрелка, в которой погибло несколько человек. Шон Комбс, его тогдашняя девушка Дженнифер Лопес и рэпер Шайн были на месте преступления. Diddy и Лопес были арестованы, но в конечном итоге Комбса оправдали, в то время как Шайн был приговорен к 10 годам тюрьмы. Этот случай стал первым громким скандалом, когда Diddy оказался в центре уголовного дела, хотя и избежал наказания. Позже, в 2000-х, Diddy продолжал привлекать внимание прессы не только своими музыкальными успехами, но и новыми скандалами. В 2001 году он был снова арестован за нападение на известного продюсера, но и тогда дело не дошло до суда. Эпизоды с драками, обвинения в домогательствах и насилии становились его постоянным спутником. Но каждое из этих дел заканчивалось тем, что Diddy избегал наказания, используя свои ресурсы и влияние. В обществе начало складываться мнение, что его богатство и связи помогают ему уйти от правосудия, что делало каждый новый скандал еще более громким. И вот теперь, спустя годы, ему предъявили серьезные обвинения, которые могут кардинально изменить его жизнь. Одной из самых шокирующих частей обвинений стали так называемые «freak-offs» – тайные вечеринки, организованные Diddy, на которых происходили оргии под воздействием наркотиков. Эти мероприятия проводились в дорогих отелях или на его частных виллах, где приглашенные гости были вынуждены участвовать во всех извращениях, проходивших там. По словам свидетелей, такие вечеринки нередко сопровождались жестокостью, а участникам предлагались наркотики в огромных количествах. Суть обвинений заключается в том, что Diddy не просто организовывал эти вечеринки, но и использовал их как инструмент шантажа. После завершения мероприятий специальный персонал сохранял записи, которые затем использовались для контроля над жертвами. Эти записи могли бы разрушить репутацию участников, особенно если это были знаменитости, политики или влиятельные бизнесмены. Подобный шантаж помогал Diddy сохранять власть и контроль над своими жертвами. Жертвам не предоставлялось выбора. Они были буквально загнаны в ловушку, где каждый шаг контролировался. А возможность обратиться за помощью казалась невозможной. Одна из самых шокирующих деталей, раскрытых в ходе расследования,
Это систематическое использование наркотиков на вечеринках, организованных P. Diddy. Многие свидетели утверждают, что наркотики, такие как кокаин и метамфетамин, использовались в огромных количествах и играли ключевую роль в контроле над гостями. Участники вечеринок часто получали наркотики непосредственно от приближенных Компса, после чего их состояние использовалось для манипуляций и создания компрометирующих ситуаций. Одним из самых необычных моментов было использование капельниц для восстановления участников после интенсивного употребления запрещенных веществ. Эти капельницы содержали растворы для восстановления электролитного баланса и поддержания здоровья после многодневных вечеринок. Компс обеспечивал доступ к этим медицинским услугам на месте проведения мероприятий, что делало его вечеринки не просто развлекательными, но и опасными для здоровья их участников. Таким образом, создавался иллюзорный безопасный контекст, когда люди могли употреблять наркотики, зная, что после этого они могут восстановиться. Это позволяло продолжать вечеринки в течение нескольких дней подряд. Подобные методы не только нарушали законы, но и ставили под угрозу здоровье и жизнь многих людей. Наркотики использовались как средство для достижения власти и контроля над гостями, в то время как их зависимость и уязвимость усугублялись организатором этих мероприятий. Система, созданная Diddy, позволяла ему не только получать власть над людьми, но и использовать их слабости для своих личных целей. Кроме эксплуатации людей, обвинения против P. Diddy включают многочисленные случаи физического насилия. Многие жертвы утверждают, что он применял физическое давление и угрозы для того, чтобы подчинить их своей воле. В некоторых случаях он избивал своих жертв, используя при этом угрозы, что их карьера или жизнь будут разрушены, если они осмелятся сообщить о происходящем. Эти действия создавали атмосферу страха и беспомощности для тех, кто был вовлечен в его круг. Женщины, попавшие под контроль Компса, находились в состоянии постоянного стресса и страха. Он использовал их уязвимости, манипулировал их эмоциями и убеждал, что без его помощи они не смогут добиться успеха или выжить в жестоком мире шоу-бизнеса. Физическое насилие сопровождалось психологическими манипуляциями, которые вызывали у жертв полную зависимость от него. Со временем они теряли способность сопротивляться, и их самооценка была разрушена. Эти женщины не видели выхода из сложившейся ситуации, а их попытки сбежать нередко заканчивались угрозами и еще большим насилием. Эти эпизоды происходили на протяжении многих лет, и только после того, как несколько женщин решили выступить публично, их истории начали выходить наружу. Сейчас расследование продолжает углубляться, и все больше жертв готовы поделиться своими переживаниями, что только усиливает обвинения против Компса. На фоне такого громкого скандала неудивительно, что многие из друзей и коллег P. Diddy выбрали тактику отстранения. В мире шоу-бизнеса репутация играет ключевую роль, и любой, кто связан с подобным скандалом, рискует потерять свою карьеру. Многие артисты и бизнес-партнеры, ранее близко общавшиеся с Компсом, сейчас либо полностью отказываются комментировать ситуацию, либо публично осуждают его действия. К примеру, некоторые его давние друзья и коллеги из музыкальной индустрии уже заявили о том, что они шокированы развернувшимися обвинениями и считают, что подобные действия заслуживают строгого наказания. Другие же, напротив, встали на сторону P. Diddy, утверждая, что это всего лишь очередная попытка дискредитации успешного афроамериканского бизнесмена. Интересно, что среди тех, кто продолжает защищать Дидди, есть несколько его бизнес-партнеров, которые уверяют, что обвинение – это часть тщательно продуманной кампании по разрушению его империи. Однако даже эти защитники не могут игнорировать тот факт, что многие из его ближайших друзей и коллег начали дистанцироваться от него. Реакция общества на арест P. Diddy была разделена. Для многих фанатов это стало настоящим шоком. Человек, который на протяжении десятилетий был иконой стиля и успешного бизнеса, оказался замешан в таком количестве преступлений. В социальных сетях появились многочисленные дискуссии на тему того, виновен ли Diddy или его пытаются очернить. Пользователи начали использовать хэштеги,
She Cancelled Diddy и Torchy Justice for Victims, призывая к бойкоту его музыки и продуктов, связанных с его брендами. Однако нашлись и те, кто поддержал Компса. Эти люди заявляют, что обвинения могут быть сфабрикованы для того, чтобы разрушить карьеру успешного афроамериканца, который своим примером вдохновлял миллионы. Некоторые фанаты полагают, что дело носит расистский характер и сравнивают его с другими громкими делами против черных знаменитостей. Общественное мнение остается разделенным, но одно можно сказать наверняка. Этот скандал станет серьезным испытанием как для самого Диди, так и для всей музыкальной индустрии, в которой скандалы с участием влиятельных людей часто игнорировались или замалчивались. Вопрос лишь в том, какие последствия будут для P. Diddy и его окружения. Несмотря на все обвинения, P. Diddy упорно отстаивает свою невиновность. Его юридическая команда подала несколько заявлений, в которых отрицает все обвинения, утверждая, что это попытка навредить его карьере и репутации. По словам адвокатов, все обвинения сфабрикованы, и они намерены доказать это в суде. Компс сам заявил, что всегда уважал женщин, и что эти обвинения ужасны и неправдивы. По словам его адвокатов, эти обвинения – результат сговора людей, которые хотят извлечь финансовую выгоду из разрушения его империи. Команда защиты P. Diddy уже начала выстраивать линию защиты, основываясь на том, что обвинения не подкреплены достаточными доказательствами, а все показания женщин, выступающих против него, якобы сфабрикованы для того, чтобы выжать из ситуации максимальную выгоду. Сторона защиты также акцентирует внимание на том, что многие из тех, кто выдвигает обвинения против Diddy, имели финансовые трудности, что, по мнению адвокатов, могло мотивировать их на дачу ложных заявлений. P. Diddy утверждает, что он всегда уважал своих коллег и партнеров, и что никакие обвинения в насилии не имеют под собой реальной основы. Защита также намерена поднимать вопросы о возможных предвзятостях со стороны следственных органов и медиа. Они настаивают на том, что общество часто осуждает успешных чернокожих предпринимателей, и что в данном случае обвинения могут быть частью более широкой кампании по его дискредитации. Со стороны обвинения, адвокаты жертв ведут активную работу, чтобы привлечь к ответственности P. Diddy за его многолетние преступления. Они утверждают, что доказательства насилия и эксплуатации жертв достаточно сильны, чтобы вынести обвинительный приговор. Адвокаты уже собрали множество показаний, которые описывают сцены жестокости, психологического давления и манипуляций. Согласно их словам, Шон Компс долгие годы использовал свое влияние и богатство, чтобы скрывать свои преступления и запугивать свидетелей. По мнению обвинения, сейчас у пострадавших появилась возможность наконец-то добиться справедливости, и они сделают все возможное, чтобы виновный был наказан. Кроме того, адвокаты заявляют, что нынешние показания подтверждаются документальными и вещественными доказательствами, в том числе записями с камер наблюдения и медицинскими отчетами о травмах пострадавших. Многие из этих доказательств ранее не могли быть использованы по разным причинам, но теперь адвокаты настаивают на их полноценном рассмотрении в суде. Пока идет разбирательство, вопрос о том, как это повлияет на карьеру P. Diddy, остается открытым. Несмотря на его попытки дистанцироваться от обвинений и поддерживать свою репутацию, уже очевидно, что скандал оказывает огромное влияние на его бизнес-империю. С момента ареста многие его бизнес-партнеры уже начали отказываться от сотрудничества с ним. Его музыкальные проекты и другие инициативы приостановлены. Бренды, с которыми Diddy работал на протяжении многих лет, стараются дистанцироваться от него, чтобы сохранить свою репутацию. Например, компании, с которыми он сотрудничал в индустрии моды и напитков, начали выпускать заявления, осуждающие насилие и подчеркивающие, что они не будут продолжать поддерживать бизнес-связи с Компсом. Помимо финансовых потерь, его репутация в глазах общественности также серьезно пострадала. Если ранее он был примером успешного артиста и предпринимателя, то теперь его имя все чаще ассоциируется с насилием и эксплуатацией. Скандал вокруг P. Diddy также поднимает серьезные вопросы о культуре молчания в музыкальной индустрии.
Несмотря на множество случаев насилия и домогательств, многие звезды и влиятельные фигуры продолжают избегать ответственности. Примеры таких звезд, как Ар Келли, который долгие годы скрывал свои преступления, показывают, что музыкальная индустрия часто оказывается неподготовленной к тому, чтобы противостоять подобным случаям. Дело Пи Диди может стать важным прецедентом, который побудит индустрию более серьезно подходить к вопросам защиты прав и безопасности артистов и сотрудников. Музыкальные лейблы, продюсерские центры и другие структуры могут начать пересматривать свои внутренние политики, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. Кроме того, дело Компса может ускорить процессы создания более строгих регуляций и протоколов внутри индустрии для защиты уязвимых сотрудников и артистов. Скандал с арестом Пи Диди становится одним из самых громких и значимых в истории музыкальной индустрии последних лет. Вопросы о насилии, манипуляциях и преступлениях, которые долгие годы скрывались за кулисами шоу-бизнеса, наконец-то начали выходить на поверхность. Несмотря на его попытки отстоять свою невиновность, доказательства и показания жертв оказываются все более убедительными. Будет ли Диди признан виновным или нет, это вопрос времени, но уже сейчас можно сказать, что этот скандал окажет огромное влияние на его жизнь, карьеру и на музыкальную индустрию в целом. В ближайшие месяцы будет ясно, насколько серьезными будут последствия этого дела для Пи Диди и всех, кто был с ним связан. А как вы думаете, получится ли у Пи Диди оправдаться в суде? Лично мне кажется, что тут никакие профессиональные адвокаты не помогут. А знаете, где еще нужны профи? В нашей команде. Друзья, у вас есть возможность попасть в нашу команду. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках. Или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в Telegram-бота. Ссылка в описании. И спасибо вам за просмотр.